Всем привет, дорогие друзья, с вами Арсений, Сеня Треноженко, и небольшой видеоблог решил записать, посвящен он последним результатам, во-первых, команды Team Envious, во-вторых, результатам наших с вами СНГшных команд, я имею в виду Hellraisers и Flipside, одной из которых немножко не повезло, я имею в виду, конечно же, Hellraisers, они не попадают у нас на чемпионат мира, который пройдет через буквально месяц, в октябре, в конце октября 2015 года. И, ну, об этом, в общем-то, и поговорим. Как всегда, хочу открыть я вам наш с вами любимый веб-сайт SLTV.org, англоязычный, где собраны все результаты, все новости. Собственно, меня интересует вот эта новость, меня интересует вот эта новость. И меня интересует новость, где флипсайды обыграли команду Копенгаген Вульфс. Но, по-моему, этой новости нету. Где-то здесь в матчах можно посмотреть, я думаю. Results, more. И вот здесь, вот, я думаю, мы с вами найдем сейчас команду Flipside Tactics. Да, вот они детали. Вот этот матч интересует и, собственно... Ну, давайте начнем сразу. Флипсайд против Копенгаген Вульфс. Напоминаю, что флипсайды когда-то там неделю назад проиграли, уж не помню, даже меньше недели назад проиграли все-таки какой-то команде. Это была команда CLG из Америки, и, соответственно, флипсайды тогда не сумели завоевать себе квоту, упали, я так понимаю, куда-то в лузера, и вот дальше должны были сыграть с Копенгаген Вульфс за второй слот в своей группе, и, собственно, они в своей группе справились. Кстати, на канале Storm Studio будет интервью с тренером команды Flipside Tactics. Я думаю, буквально на днях оно должно быть, или его уже, наверное, выкладывали, но почему-то меня об этом не оповестили. Но, во всяком случае, за ютубте, или все-таки оно будет, я вот не знаю точно. Потому что я за выходом не слежу, я всего лишь записываю, слушай, эти передачи. Ну и вот на статистика, да, что нас, наверное, интересует больше всего. Во-первых, счетаж у нас здесь 16-13, Мираж Оверпас, и вот она статистика. Стоит отметить, что Давкос, например, показал себя в любом случае неплохо. Это почти 0, плюс-минус. То есть он убил 34 человека и погиб 35 раз. Это на самом деле нормально, особенно когда команда выигрывает. Но хочу отметить, что, по-моему, в матче против CLG Давкос показал вообще самую лучшую игру. То есть в матче, где команда проиграла, Давкос показал лучшую игру. В матче, где команда выиграла, Давкос показал, ну, не лучшую игру, но в любом случае он недалеко от того же Андрея Блейда или недалеко от Егора Маркелова, у которого плюс 5. Круто себя показал World Edit, прежде всего, в этом матче. Показатель хедшотов нам говорит о том, что World Edit отлично выполнял роль снайпера. То есть вообще, что на Мержен, что на Оверпасе, все снайперы, смотрите эту демку, видимо, Жорик нас всех порадовал хорошими фрагами, плюс 22, ушел на снайпер. Ну, у команды Копенгаген Вульфс здесь все вообще туго, минус 4, это уже второй результат, плюс 4 первый. То есть всего лишь один человек продемонстрировал, ну, более-менее неплохую индивидуальную игру, ну и провал от Зевеса. Вот такой вот он матч Flipside Tactics. Поздравляем флипсайдов, они проходят на DreamHack, это очень и очень круто. Дальше. Дальше я хочу... еще один матч я хотел вам показать, если мы уже по флипсайдам прошлись. Вот он, дорогие друзья. Матч Hellraisers против Vexed. Матч, где Ашеры проиграли квоту на чемпионат мира и проиграли далеко не самой сильной команде. Vexed, по-моему, в прошлый раз прошли тоже эти отборочные, они тогда назывались и Battle, насколько я знаю. Ну и вот они, эти ребята. В очередной раз показали, что они неплохо играют, и что польский киберспорт действительно заслуживает на 2 слота на чемпионате мира. Стоит отметить, что стенд-ин команды Hellraisers Simple показал себя очень круто в этом матче. Он себя, кстати, круто показал и в матче против Титан, где ребята из команды Hellraisers проиграли, опять же, слот первый раз, упали в лузера вот на этих вексидов, и там тоже Simple на первом месте. Но вот почему-то снайпер команды себя не показал. Это, кстати, может быть связано с тем, что отчасти как раз-таки агрессивная игра Симпла. Я вот, правда, не знаю, брал ли он ВП в этих играх, но если брал ВП, возможно, два снайпера не нашли себе работы, скажем так. Хотя, опять же, если посмотреть все там более-менее последние игры, то у нас бывает и 2, и 3 даже АВП в команде. Ну и вот, наверное, нужно еще посмотреть момент от Симпла, который тут просто божил, наверное.
Просто божил. На поджиме ямы. Ну, Сака играет, хотя это он за... Нет, за дефенс. За дефенс Сака. Поэтому, наверное, все-таки не дали ему брать АВП. Ну, я этих матчей, увы, не видел. Как всегда, хорош. Как всегда, хорош на реакции. Опять же, зайдите на сайт Шелтиверк, если хотите посмотреть полную версию этого момента. Ну и вот он, этот матч на 3 картах. Cobblestone, парень из команды Hellraisers, проиграли. Взяли победу на Дасте втором. И вот на оверпассе, на одной из самых сильных карт, если честно, у команды Hellraisers, они почему-то не справились. Но тут нужно, опять же, посмотреть демку, пересматривать игру. Ага, 11-4. Ой-ой-ой, 11-4 они выиграли за защиту. И, видимо, кто-то расслабился, потому что в Exodus сделали очень сильный камбэк. 12-2 во второй половине на оверпассе. Вот такие вот делишки. Дорогие друзья, ну и, наверное, финал вчерашнего дня. Это Envious против Fnatic. Вот был неправ, каюсь, когда говорил я, что Envious, наверное, не смогут... Хотя я, наверное, останусь приверженцем своего мнения. Ну, посмотрим, еще слишком маленькая дистанция прошла. Ну, я говорил просто, что Envious все равно не будут как TSM и Fnatic. Вот что-то мне так не верится. Но вчера Envious сумели обыграть великих и могучих. Это уже респект, уже уважуха. Это круто. 3-2 по картам, чем 2-0 они вели. Опять же, стоит отдать должное Fnatic. Со счета 2-0 по картам они откамбэчили до 2-2. И на последней карте решающей проиграли. Ну и вот на статистика этого финала. Best of 5 финала. Олаф Мейстер у нас играл лучше всех у команды Fnatic. А у команды Envious лучше всех играли все. Все, кстати, кроме Апекса, который вроде как игрок на врыве, вроде как он выполняет роль вот того же GV, наверное, в команде, да, Envious, то есть постоянно бегает, прыгает, поджимает и стреляет. Он отыграл хуже всего, в маленький плюсик, но, скажем так, его роль предполагает, что он где-то здесь должен быть или здесь. Вот, собственно, как GV со своими минус 17. Ну, GV, кстати, еще АВП берет. Вот чего не берет у нас Apex. Apex просто такая веселая винтовка постоянная. Ну и у Фнатиков огромное проседание. Вот он, Пронакс, ребята. Капитан команды индивидуально не сумел сработаться, не сумел выкарабкаться. То есть он отстает очень сильно от человека, который отстает от двух людей. То есть минус 17, минус 16 это провал, а это минус 43. То есть что было вчера с Пронаксом в плане индивидуальной игры, я даже не знаю. Это говорит о том, что, возможно, со временем, да, если у команды Fnatic результаты будут ухудшаться, то, возможно, они придут к тому, что все-таки нужно брать пятого жесткого, серьезного игрока. Хотя, опять же, Кримс и GV, ну, не самую лучшую игру свою показали. Минус 17, минус 16 для этих ребят, это, конечно же, провал. Провал, но и GV, судя по всему, был, опять же, снайпером, 24% хедшот всего, то есть он бегал только с АВП. Вот такие вот у нас результаты, такая вот статистика, ребята. Надеюсь, видеовлог вам пришелся по душе. Ставьте пальчики вверх. Пока-пока.